Привет, друзья! Со мной Флейми, и сейчас я буду задавать ему вопросы, которые вы оставляли в нашей группе ВКонтакте и на Фейсбуке. Итак, первый вопрос от Владислава Лебедева. Как много тебе потребовалось времени, чтобы вырваться на про-сцену и попасть в ряды Нави? Наверное, года 3, может 4. Начинала с CSGO, с команд всеми про уровня, даже аматор, можно сказать. После этого появился шанс попасть в более профессиональную команду, дать тим, попасть на мажор, играть и увеличивать скилл индивидуальный, как и вообще в целом, несколько лет. Понятно. Ну, а как ты попал в Нави, спрашивает Андрей Иванов. После неудачного выступления в Катовице The Hellraisers и у Нави тоже, меня позвал Zero Gravity, спросил, хочу ли я присоединиться в Нави, и я согласился. Хорошо, понятно. Сесиль Джонасен спрашивает, как ты думаешь, могут ли девушки играть так же хорошо, как парни, или киберспорт это чисто мужское дело? Теоретически, наверное, могут, но пока ни один женский коллектив близко не подошел к мужскому, даже слабым командам. Так что теоретически могут, но пока что не на получается. Практике нет. Ну а вообще ты встречал когда-нибудь девушку, которая играла, может быть, не так, как ты, например, и твои друзья, но так на среднем уровне? В самых лучших женских командах есть девушки, которые играют примерно на уровне Global Elite, чуть выше даже Global Elite парней, так что, да и моя девушка неплохо играет. Вообще не знаю. Но есть шанс когда-нибудь, может быть, увидеть женскую команду на мужском турнире. Вопрос именно от меня. Ты часто играешь со своей девушкой в паблике, и не ссоритесь ли вы в играх? Мы играем не паблики, мы играем в матчмейкинг, там, фейсы. Бывает, что ссоримся, но особо проблем с этим нет. Хорошо, отлично. Курода Лилу Асука спрашивает, что ты думаешь об измененном нюке, и есть ли еще карты, которые, по твоему мнению, нужно изменить? Я особо не играл в нюк пару раз, но в целом карта, конечно, интересная. Я думаю, мы даже, может, попробуем ее играть, если ее ведут на мажоры, и будем смотреть по мере изменений, ее должны же изменять все-таки. А так, пока ее сильно изменили, но и достаточно так интересно, не знаю. А какие еще карты, да? Ой, не знаю, я бы, может, изменил... Мне не нравится Трейн, но его уже изменили, так что его не будут менять, но я не люблю Трейн, так как там Плент этот посередине как-то не нравится. А из-за чего? Он дисбалансен? Да нет, сейчас он в принципе равный, просто именно лично не нравится карта. Понятно. Андрей Колесов спрашивает, или Колесов, какие выводы сделали вы после поражения команде Fnatic на 2 прошедших турнирах, и на групповом этапе здесь? Каждый раз после поражения Fnatic мы собираемся, долго обсуждаем ошибки. Почти все время они одинаковые, что, можно сказать, проигрываем сами себе, играем неуверенно, так как против других команд. Возможно, это больше ментальные проблемы, чем в скилле, потому что те же Fnatic, они, конечно, и выигрывают все чемпионаты, но когда-нибудь они часто тоже проигрывают тем же бразильцам, и так, ТСМ, Астралис и другим командам. А мы, выигрывая другие команды, не можем выиграть Fnatic, но каждый раз мы все подходим ближе, и надеюсь, на этом турнире, если они дойдут и мы дойдем до них, то в плей-оффе мы выиграем. Это хороший настрой. Саша Руденко интересуется, как подготовить себя и свою команду к турниру морально, чтобы не было моральных подрывов, и как себя держать в спокойном состоянии даже при самой плохой игре?
Ну, я не всегда держу себя в самом спокойном состоянии при плохой игре, и морально есть проблемы, но мы стараемся их фиксить все вместе. И у нас есть человек, который за это отвечает перед турниром и перед играми, связывается с нами либо лично, либо по скайпу, смотря как находится ли он на турнире. Так что у нас с этим лучше все становится. А чтобы все подготовить команду и себя, нужно, не знаю, уйти в себя перед игрой, просто забыть, что ты играешь, например, против соперника сильнее, или там просто важный матч, и стараться не думать, а считать, что ты играешь матчмейкинг, там, фейсит и так далее. То есть, получается, самый главный враг ты сам, то есть твои мысли, а не твои руки. А ты упомянул о человеке, который связывается с вами. Это какой-то секрет? Нет, это наш менеджер Женя, он психолог, и очень много полезной работы проводит с командой. Я считаю, благодаря нему мы имеем то, что сейчас имеем. Это второе, третье место в мире, и тоже очень сильно помог команде преодолеть трудные участки, когда у нас скатились и поднялись. Ну, это замечательно. Так, Коля Дьяков спрашивает, как вы общаетесь вне игры, какие у вас отношения между собой и собираетесь ли вы, чтобы проводить время вместе? Ну, мы все из разных стран, даже и городов, но с Денисом мы иногда встречаемся и в Москве, плотно общаемся, хорошо, друзья хорошие. С другими ментами не то чтобы прям хорошие друзья, но мы со всеми поддерживаем связь. Видеться мы, конечно, друг к другу не приезжаем, потому что у нас постоянные турниры там и так далее, да и тяжело просто так взять выехать там, в Словакию тоже. Ну и с тем же Гвардианом тоже очень хорошие отношения, так что проблем с этим нет. Отлично. Так, вот Юрий Семыкин спрашивает, есть ли человек, который отвечает за боевой настрой в команде. Ну, Я уже ответил. Да, ты уже ответил. Кирилл Гуренков спрашивает, какая у тебя любимая карта в CSGO? Моя любимая карта, я думаю, Кобол. Больше всего нравится. Такая карта, где можно на дальних дистанциях пострелять, и мне нравятся дальние дистанции, так что, да и вообще карта сама по себе интересная, так что моя любимая карта Кобол. Хорошо. Тогда такой вопрос от Шьяма Сундара. Какая твоя любимая винтовка? Калаш, АК-47. Хорошо. Святослав Лапшин спрашивает, какой твой любимый скин в CSGO? Мой любимый скин. М9 Руби, М9 Доплер, весь красный, Руби раскраска называется. Хорошо. Hello Fortune спрашивает, почему перестали играть Инферно? Мы его играем, тренируем, просто пока складывается ситуация, что мы играем Best of 1, это наша не самая сильная карта, и у нас есть возможность от нее черкнуть и выбрать карту, которую мы играем получше, чем Инферно, и готовим больше. Так что мы выбрали, пока и не играли, не было возможности. Возможно, в плей-оффе мы будем играть Инферно. Хорошо. Данил Мироничев спрашивает, расскажи о происхождении своего ника. Изначально мой ник это был просто Flame, это пламя, ну и Машня иногда тоже так называют Flame. Но у меня было это от слова пламя на английском языке, ну а Flame это как типа, Шокси, много таких ников есть разных. Как типа уменьшительное, ласкательное, да, только не уменьшительное. Хорошо. Еще осталось два вопроса. Вова Гриднев спрашивает. Самый сложный матч, проходивший не в составе Нави. Сможешь ли вспомнить? Да, смогу. Это матч за выход на ЕСВЦ в Париж, в Киеве, за Датим против Hellraisers. На последней карте, пятой, Best of 5. Мы вели 15-11, в итоге проиграли на дополнительных раундах, 2 раза 2 в 5 раунда. Тогда еще у Адрена температура была 41, с воспалением легких он играл. Проиграли и очень обидно, вдвойне было обидно. Обидно, соглашусь. Последний вопрос от Дениса Бородинова. Где Dragon Lore Гвардиана? Его словам, он его продал в 2 раза дороже, чем купил.
Прекрасно. Хорошо, спасибо тебе за ответы на вопросы и удачи.